Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят и что нам ожидать от движения рубля, доллара, евро и других ключевых инструментов. Поступает информация, что ОПЕК плюс уже близко к итоговой договоренности. Так, но в Европе кипят страсти, связанные с Брекситом в Великобритании. На самом деле, я думаю, зря британцы затеяли эту процедуру, потому что ничего хорошего она в конечном счете для Великобритании не принесет. Так, давайте посмотрим календарь. По России индекс деловой активности в секторе услуг вышел аж почти на 2%, на 1,5% больше, чем предыдущий. Ну, что-то, я думаю, на самом деле это не совсем соответствует ситуации, потому как получается она слишком радужная. Значительное движение на фоне того, что идет ускорение эпидемии. Ну, это как-то не стыкуется. Вот смотрите, друзья, мы можем простейшую математическую процедуру проверки провести относительно того, что может быть с PMI российским. Сейчас, в настоящее время, Азия выступает центром роста. Что мы видим? У Японии, которая одна из центров роста, на 1/10 вырос по сравнению с прошлым месяцем. У Китая вырос на 1%. Ну, Китай там, понятное дело, там все кипит, движется, еще и рисуют на всю котлету. В России заявляют, рост произошел почти на 1,5 пункта. При этом в Испании снижение, был 41, стал 39. В Италии снижение. Во Франции снижение. В Германии снижение. В целом в еврозоне снижение. То есть рост в секторе услуг на текущий момент происходит только у тех стран, которые являются центром восстановления. Азиатско-Тихоокеанский регион. Это Япония, Китай, ну и, наверное, Южная Корея. Ее здесь нету. Вот. Россия, она никак, но в силу того, к какому сегменту стран она относится, она не может вот такой показатель делать. Это просто физически, с моей точки зрения. Если вы не согласны, считаете, что я не прав, пишите под этим видео. Так, давайте сразу перейдем к графикам. Это у нас сиплый SP500, SFD на фьючерс. Была попытка продавить снижение, но сейчас вроде бы она успехом не увенчалась. И наиболее вероятно, что отсюда мы получим до конца дня движение, цель которого будет 3680. Вот сюда вот. Так, друзья, далее нефть. То, что нас очень сильно с вами волнует всех в той или иной степени. Но смотрите, все было хорошо, договоренность вроде бы достигнута, либо близко уже к достижению договоренности. Сейчас произошел коррекционный откат. На самом деле здесь просто отбой от верхней границы консолидации, не более и не менее. Соответственно, что мы получаем здесь? На текущий момент у нас есть уровень, который находится 47,65, 47,8. Вот если этот диапазон не пробивается, то все хорошо. Мы либо от текущих значений, сейчас 14.25 по Москве, либо чуть ниже, здесь консолидируемся, набираем энергию и отсюда отталкиваемся и идем вверх. Вот если все-таки 47.65 будет пробито, то тогда здесь сразу возникает импульс движения, цель которого будет сходить в район 47-47.05. Вот сюда вот. Вот. Ну и если 47 пойдет, то здесь уже может начаться очень бодрое движение на 45. С одной стороны, вот эта страшная свеча, ужас-ужас, которая отсюда отразилась, она говорит о том, что действительно здесь произошел разворот. Но есть другой момент. Мы заперты вот в этой клеточке здесь. От 48,6 до 47,65. И если нет уверенного пробития ни одного из уровней, она так и будет гулять в этом диапазоне с наибольшей степенью вероятности. Так, друзья, далее давайте фьючерс на индекс РТС, потому что письма приходят и очень-очень просят рассказать, что с ним происходит. Ну вот, в общем-то, коррекционный откат, о котором я говорил, с моей точки зрения, он был достаточно вероятен, в район 132 он произошел. Ну, 132 500, 132. Сейчас как бы здесь идет ожидание по поводу того, что будет с ценами на нефть. Я думаю, достаточно большая вероятность, что будет отбой от нижней границы. И это, соответственно, приведет к тому, что будет движение и по РТС вот сюда, вот к верхней границе консолидации на 133 700. В том случае, если мы получаем здесь
продолжение коррекционного отката и пробой 131 850, то у нас отсюда сразу возникает импульс движения, цель которого сходить сначала на 131 тысячу, а потом, возможно, и просесть поглубже в район 128 тысяч. Сейчас все зависит от разрешения вот этой ситуации. Я думаю, все-таки в большей степени вероятность того, что будет отбой и движение к верхней границе. Ну, я вот смотрю, в общем-то, есть и такая тенденция, панические настроения, что сегодня будет обвал и движение вниз. Но с учетом того, что сейчас происходит на рынках, обвал может произойти в любой момент. Даже если пойдет вертикальный рост на 150, в процессе этого роста, ровно как по российскому, так и по американскому индексу, в любой момент может наступить обвал. Это связано с природой текущего роста, поскольку он идет по факту без явных сигналов о развороте экономики и начала роста. То есть то, что происходит и вытаскивает один за другим джокеры из рукава, по факту проверки оказывается, что это были чьи-то хотелки и допущения. То есть на текущий момент, с моей точки зрения, вот именно сказать, что было окончательное дно и от него отбились и пошел разворот, я думаю, такого события пока еще не произошло. Так, далее евро-доллар. Но он пытается сейчас скорректироваться, немножко он подзавис. Вот. Но помним о тех уровнях, которые есть. Если они не пробиваются, то любой откат, любое снижение будет выкупаться и будет происходить дальнейший рост. Конечная цель движения здесь 1,235 тысячных, ну или 1,24. Переходя к часовику, здесь сейчас была попытка откатиться, но эта попытка она была выкуплена. И вот сейчас в ближайшее время, час, два, три, если пойдет пробой 1,2130, то мы увидим дальнейший уход наверх и рост. Но вот эта округлая формация, которая здесь возникла, она указывает на то, что в любой момент, если будет заход вниз и пробой 1,2042, 1,2032 вот этого диапазона, он может обернуться тем, что отсюда обвальное падение произойдет на 1,1910. На часовике немножко отличные уровни поддержки и интервалы, в отличие от дневки и 4-часовика. Так, далее доллар-рубль, USD Tomorrow. Здесь у нас дневной таймфрейм. Так, но немножко мы вот не допадали, 74.85 не добили. И уже здесь идет попытка развернуться и отскочить. На самом деле все это зависит от нефти. Если по нефти все ок, договорились, оставляют снижение добычи, то мы увидим дальнейший пробой 74.85 и движение в район 73.3, вот сюда вот. Но если брать часовик, то здесь у нас по сути сформировалась разворотная формация. У этой разворотной формации должен быть отскок, и цель этого отскока вообще в идеале это на 76. Ну, как минимум сходить куда-то вот на 75-75. Но опять же, это в том случае, если не будет в ближайшие часы пробито 74.85. Это здесь некий уровень, пробой которого синицирует дальнейшее укрепление рубля. Так, далее евро-рубль Tomorrow. Сразу беру 15-минутный таймфрейм. Но здесь у нас пошел разворот. И цель этого разворота движение на 91,2. Вот. В каком случае это движение не сработает? Оно не сработает в том случае, если сейчас произойдет коррекционный откат и будет пробито 90,9. Пробой этого диапазона будет указывать на то, что отсюда пойдет дальнейшее укрепление рубля. Если мы остаемся выше этого значения, то продолжится вот это движение вплоть до цели 91,2, потом движение на 91,5. Так, друзья, далее золото. Я с утра ожидал, что будет коррекционный откат на 1831. Коррекционного отката не произошло. Сразу рванули вверх. Но, судя по вот всей этой картине, по золоту идет радикальное движение, конечная цель которого может привести на 20 500 уже в этом году. Прошу прощения, 2050. 20 500. Это я про биткоин подумал. Так, 2050 это предел роста. Конечно, в любой момент вот этот тренд в силу разных причин может быть сломан. И я думаю, здесь более правильно ориентироваться на локальные движения, которые в течение 1-2 дней
зарождаются. Ну и сейчас на текущий момент стоит вопрос относительно пробития 1847. Если это пробой происходит, то у нас, в общем-то, будет достаточно энергичное движение. Конечно, оно, скорее всего, будет не за один раз, а на протяжении там 1, 2, 3 дней. Это назад, возврат на 1882 и попытка там закрепиться. Сейчас, я думаю, по факту взаимодействия с вот этим новым уровнем 1847, если здесь будет пробой, то мы сегодня, наверное, на 1854 и выше пойдем. Если сейчас будет отбой, то я все-таки ожидаю, сначала будет откат 1837. Здесь определенный уровень у него проходит. И вообще, по-хорошему, ему надо, конечно, вот сюда откатиться, здесь набраться сил, и чтобы дальнейший рост был более уверенный. Так, друзья, далее вопрос был по палладию. Что там с палладием? Ну, смотрите, палладий мы застряли вот здесь, в верхней границе, и никак не может он пробить осели 2450. Как только пробой на объеме сформируется, отсюда пойдет сразу импульс движения на 2815. Но есть и обратная сторона медали. Если в ближайшее время, неделя-две, этого пробоя не будет, то здесь высока вероятность того, что отсюда сформируется импульс движения, цель которого будет 2280. Так, но если ориентироваться на дневной таймфрейм, у нас здесь с наибольшей степенью вероятности должна разрешиться ситуация путем движения на 2500. Ну, тут немножко осталось, 2500, дальше здесь либо проторговка и закрепление, либо отсюда отбой и уход на 2300, а в идеале вот сюда вот на 2200. Но здесь по-хорошему рост уже вот этот выдыхается, то есть вот такой энергии, как была до этого, уже нету. Так, но если переходить на 4-часовик, палладий он не такой ликвидный, как золото. Здесь вот есть цель 2440. В том случае, если она на объеме пробивается и здесь начинается проторговка, у нас сразу произойдет мощный импульс движения на 2500-2510. Если здесь пробоя не будет, то у нас коррекционный откат, и цель этого отката 2380. Вот потестить это значение. Но сейчас на текущий момент формируется фигура, которая указывает на то, что вероятно будет все-таки коррекционный откат и попытка еще раз потестить 2380. Это ближайшая перспектива. Но это движение в случае возврата в диапазон 2400-2440, оно никаким образом не отменит дальнейший рост и отработку 2510. Так, друзья, это все. Спасибо за внимание.